Все мы больны своими желаниями. Да, именно больны, ведь зачастую они становятся смыслом жизни для некоторых и причиной несчастий, а то и вовсе гибели. Сейчас я, Терл, хочу, чтобы вы вспомнили свои желания и мечты, а после этого выпуска аркадного обзора решили, на самом ли деле вы хотите их исполнения. А все потому, что мы отправляемся на прогулку в одну необычную пещеру. Знакомьтесь, The Cave. На самом деле, это не такая уж и примечательная игра, имеет за собой очень громкую историю. Все дело в ее именитых разработчиках – Ронни Гилберте и Тимми Шефере, стоявших во главе знаменитых квестов от LucasArts и создавших десятки крутых игр еще даже до моего рождения. Поэтому, когда такие мэтры решили объединить усилия и вышли на Kickstarter с новой идеей, многие возложили на The Cave большие надежды. Однако, до самого ее выхода никто толком не мог понять, что она из себя представляет вплоть до жанра. В итоге, эти самые многие остались разочарованы конечным результатом. А зря. Первое впечатление, которое складывается от The Cave, неправильное. Это ни в коем случае не платформер с элементами квеста, а как раз наоборот. Причем с системой в чем-то похожей на The Lost Vikings или, если ближе к нам, Trine, например. Задачки в игре рассчитаны на постоянное взаимодействие трех героев. Где-то нужно совместно дернуть за рычаги, а где-то подержать открытой дверь. В общем-то, я уже перечислил большую часть механик, которые тут, увы, повторяются очень часто. Есть, конечно, какие-то уж совсем оригинальные идеи, но под конец вся утонченность и оригинальность как-то теряется. За это игру и ругают. А еще ругают ее за непомерную беготню туда-сюда, из-за старой как мир механики квестов, то есть пробы, ошибки, все такое, а персонажи с собой могут носить только один предмет. А тут еще подключается платформенная часть, которая, хромает. Все уровни многоэтажные. Герои карабкаются по лестницам и веревкам довольно медленно, а каждого поднимать надо отдельно. Разве что вы убежите кем-то одним очень далеко, тогда над вами сжалятся и напарники сами окажутся рядом. Но вообще прыжки сделаны не очень качественно. Если вы захотите прыгнуть в бок, а рядом будет лестница, то не факт, что вместо этого вы окажетесь на ней. При попытке запрыгнуть на ящик, вы можете его просто перепрыгнуть. И со второго раза вы тоже на него не попадете. Короче говоря, игру есть за что не любить. Если бы не одно жирное «но». Все ранее рассказанное лишь обертка конфетки. Конфетки под названием концепция. Концепция, в центре которой находится сам пещера. С большой буквы, стоит заметить. И да, сам, а не сама. Я не оговорился, голос-то у него мужской. И именно пещера на самом деле является главным персонажем игры, комментируя вслух все происходящее и выполняя роль рассказчика. А та троица, которыми вы управляете, всего лишь инструменты в его руках. Не то чтобы у пещер были руки, я формально. Начинается The Cave с выбора этой самой троицы. Перед входом в пещеру собралось 7 увлекательных личностей. Деревенский дурачок, боязливый рыцарь, путешественница во времени, искательница приключений, ученая, монах и неразлучные двойняшки, выступающие как одно целое. Все они пришли сюда для исполнения сокровенных желаний. Каждый по-своему уникален, имеет особую способность и, что важнее всего, свою историю. Почему важнее всего? Да потому что пещера скрывает в себе множество мини-сюжетов, участниками которых и предстоит стать членом нашей группы. И в зависимости от выбранных персонажей вы получите соответствующий им набор уровней. Половина из них, правда, одинакова для всех. Как вы уже успели заметить, в свой поход я выбрал рыцаря. Ведь что за эпическое приключение без бравого бойца? Тем более он может становиться неуязвимым. Путешественницу во времени, экипированную наилучшей техникой и способную переноситься сквозь стены. И двойняшек, потому что они выглядели весьма мрачно и загадочно.
Их способность позволяет оставлять духов, удерживающих рычаг, например. В итоге я получил ровно то, чего ожидал, только от них. История героев оборачивается жестокими, пробирающими до мурашек рассказами о 7 смертных грехах, которыми они сами, возможно, и являются. Происходящее на экране создает мрачную атмосферу, но одновременно дает немало поводов для смеха. Повествование полно метафоричных замечаний и аллюзий на современные сюжеты. Легенда о спасении принцессы от дракона развивается совсем не так, как вы ожидали. Попытки переписать историю ради личной выгоды приводят к печальным последствиям. The Cave демонстрирует, что несчастная любовь и тяга к свободе сопровождаются смертями и кровопролитием. И все это под немного философские, немного поучительные и сдобренные иронией комментарии пещеры. Тут даже можно отыскать остатки предыдущей неудачливой троицы, состоящей из еще одного забавного сочетания – пирата, клоуна и робота. По сути, вся игра притча о человеческой жадности, грустно иронизирующая над конечной целью большинства игр, где ради финальной награды нужно убить кучу народу. Здесь герои ради исполнения своего желания тоже готовы идти по трупам. Единственная разница – эти трупы не причины, а следствие их выполнения. И вглядываясь пристальнее, начинает казаться, что все ошибки геймдизайна вовсе не ошибки, а осознанная позиция. Именитые разработчики иронизируют не только над целью, но и над игровым процессом подобных игр, выпячивая и гипертрофируя все их типичные проявления. И все это происходит в отличнейших декорациях. Я, конечно, по сути видел лишь треть игры, ведь чтобы узнать истории всех персонажей, ее нужно пройти минимум трижды. Картинка пускай и проигрывает красотам Trine 2, но графика здесь полностью подчинена идее и отлично справляется с назначением, подчеркивает характеры героев и уникальную внутрипещерную атмосферу. Также отдельного внимания стоят яркие иллюстрации, посвященные каждому персонажу. По уровням раскиданы знаки, активировав которые, нам открывается новая часть истории определенного персонажа. Целый параллельный сюжет. В какой-то степени выразительные картинки помогают лучше понять образы героев, которые по ходу игры не роняют ни словечка. В конце у путешественников будет возможность решить, взять то, что он хочет, или отказаться от этого. В зависимости от вашего выбора открывается определенная концовка, хорошая или плохая. Я об этом даже не знал, поэтому брал все, и у меня концовки оказались печальными. У всех персонажей негативная концовка показывает нам мораль. Плохие поступки ведут к таким же последствиям. Хотя в интернете я нашел информацию, что так не у всех. У двух, кого именно не знаю, почему-то все получается отлично. The Cave — это хорошая пародия, в которой есть и запоминающиеся персонажи, и смешные шутки, и взрослый небанальный подтекст. Игра высмеивает темные желания, которые есть у многих людей, позволяет совершить некоторые из них и почувствовать себя гадко после этого. Концентрация беготни и самоповторов, к счастью, заканчивается очень быстро. Продолжительность одного забега вряд ли затянется дольше 3-4 часов. Это позволяет сохранить и интерес, и общее положительное впечатление от игры. А потом можно решиться и на второй забег, чтобы узнать другие истории. Кто знает, быть может, желания одного из приключенцев совпадают с твоими.